Антарктида – крайняя граница нашей планеты. Континент, покрытый непроглядной ледяной шапкой толщиной, местами до 3 километров, где средние температуры опускаются в зимние месяцы до минус 80 градусов Цельсия. Официальная история описывает ее как нейтральную международную зону, предназначенную для мирных научных исследований. Но под этой ледяной маской скрывается множество аномалий и загадок, которые либо еще не укладываются в наше представление о геологии и биологии, либо сознательно остаются вне поля зрения широкой публики. В этой статье мы подробно рассмотрим ключевые факты, исторические события, научные открытия и спорные интерпретации, которые породили идею запретной Антарктиды. Почему доступ к континенту так строго регулируется? Чего опасаются мировые державы? И какие тайны может скрывать вечный лед? Попробуем собрать воедино известное и предположить, что стоит за молчанием. 1 декабря 1959 года 12 государств, включая США и СССР, подписали договор об Антарктиде. На бумаге это мирный, научный и экологический акт. Запрет военных баз и испытаний, запрет территориальных притязаний, приоритет научному сотрудничеству. На практике же он дал международной дипломатии инструмент, позволяющий одновременно обеспечить доступ для исследований и жестко контролировать этот доступ. Критики отмечают парадокс. В разгар холодной войны две крупнейшие ядерные державы согласились заморозить, в буквальном и переносном смысле, территориальные и военные амбиции на континенте. Это породило вопросы: добровольная пауза ради науки или сознательное создание карантина, чтобы никто не добрался до того, что скрыто подо льдом. Статья 7 договора предусматривает право инспекций, но в реальности подобные проверки редки и часто политически согласованы. Договор дал механизм, который, с одной стороны, легитимирует научные миссии, а с другой – создает формат для ограничений и закрытых зон под предлогом охраны окружающей среды или национальной безопасности. Миссия ГРАСС, гравитация, Рековер и климат-эксперимент и ее преемники кардинально расширили наши возможности видеть распределение массы на Земле. С помощью сверхчувствительных датчиков спутники фиксировали гравитационные вариации, которые указывают на скопление массы под поверхностью – масконы. В районе Восточной Антарктиды в данных ГРАСС была обнаружена крупная масконная аномалия, область порядка 320 километров в диаметре с более плотным ядром около 50 километров. Такая концентрация массы под многокилометровым ледяным щитом вызвала массу вопросов. Что это? Естественная горная масса, след удара, залежи плотных пород или нечто иное? НАСА и другие научные центры предложили наиболее тривиальное объяснение – остаток гигантского ударного кратера, образовавшегося примерно 250 миллионов лет назад. Но Гроссея показывает массу, не форму, и потому возможны альтернативные интерпретации, в том числе более экзотические. Поскольку гравиметрические данные не дают явного представления о геометрии объекта, некоторые исследователи и наблюдатели выдвигали смелые предположения. Варианты включают ископаемые массивы плотных магматических пород или поднятие коры после древних тектонических событий, следы ударного события с концентрацией более плотных пород в центре, наличие крупного скопления металлического материала или искусственной конструкции, пробившей кору в древности. Последняя гипотеза, разумеется, не имеет прямых научных подтверждений, однако сама возможность неизвестного источника массы под слоем льда именно это привлекает внимание и порождает осторожность у государств.
В начале XX века Антарктида оставалась географическим пробелом. Морские державы и исследователи выстраивали экспедиции, ставили флаги и пометки на картах. В 1938-1939 годах нацистская Германия организовала экспедицию «Новая Швабия» (Neuschwabenland), выполнив обширную воздушную съемку и проводя разведывательные миссии. Обнаружение многочисленных оазисов и участков, свободных от льда, породило слухи о возможных базах и научных интересах. После Второй мировой войны вокруг этих историй возникли спекуляции. Якобы части технологий или исследований, начатых в той эпохе, могли быть укрыты в отдаленных районах континента. Исторических доказательств масштабных скрытых баз немного, но сама атмосфера секретности и конкуренции усиливала недоверие. Одним из упоминаемых объектов является так называемый оазис Ширмахера, район, свободный от многолетнего льда с пресноводными озерами. Вокруг таких оазисов быстро родились легенды о таинственных базах, инфраструктуре и долговечных укрытиях. Реальные факты. В таких оазисах действительно возможны уникальные экосистемы. Доступ к ним и их исследования требуют осторожности из-за риска загрязнения. Ситуация усугубляется тем, что в послевоенный период разведывательная и военная активность в регионе носила интенсивный характер, а научные станции часто служили ширмой для мониторинга и стратегических наблюдений. Operation High Jump – масштабная американская операция 1946-1947 годов под командованием адмирала Ричарда Берда, долгое время окружена мистификациями. Официально она была предназначена для тренировки, исследования и картографирования. Но вокруг миссии возникли рассказы о ранних завершениях, потерях и столкновениях с неизвестными объектами. После операции Берд в одном из интервью предупредил, что человечество должно быть готово защититься от воздушного врага, приходящего с полюсов. Эти слова породили массу конспирологических интерпретаций, вплоть до теории о том, что США столкнулись с чем-то технологически неизвестным в районе полюсов. Официальные архивы практически не подтверждают гипотез о контактах с внеземными объектами, но сомнения и легенды остались. В 1957-1958 годах Международный геофизический год ИГЯ дал мощный толчок исследованиям Антарктиды. В это время как США, так и СССР активно разворачивали научные базы. Научные проекты предоставляли удобную платформу для проведения широкого спектра наблюдений, от сейсморазведки до радиолокации и мониторинга космических объектов. Некоторые аналитики утверждают, что научные миссии служили и служат прикрытием для стратегических интересов. Базы позволяют размещать оборудование для наблюдения, коммуникаций и других целей, которые могут иметь скрытую военно-ломную или разведывательную ценность. Договор запрещает военные базы и испытания, но при этом создал рамки для согласования доступа и ограничений. Особо охраняемые территории АСПА и зоны с ограниченным доступом вводятся по экологическим и научным соображениям. Однако комбинация секретности, ограничений и реальных аномалий привела к появлению нарратива о карантине, будто мир согласился не раскрывать определенные тайны. Практическая сторона. Страны сохраняют за собой право проводить инспекции, но политическая реальность делает такие проверки редкими и сложными. Это создает ощущение, что ключевая информация контролируется закрытым кругом.
Антарктида доступна для туристов и научных экспедиций, но многие районы требуют специальных разрешений. Оазисы, уникальные экосистемы и объекты научного интереса строго охраняются. В дополнение к экологическим причинам, логистическим и безопасности, возможны и иные, менее публичные, основания для ограничения доступа. Конспирологи отмечают такие места, как оазис Ширмахера или остров Тейлор, как центры запрещения, где скрывают наиболее значимые находки. Научное сообщество тем временем утверждает, что ограничения вызваны строгими протоколами по предотвращению загрязнения и сохранению уникальных экосистем. Один из наиболее явных примеров необычных явлений – кровавый водопад в долине Тейлор. Потоки воды, окрашенные в красновато-коричневый цвет, вытекают на поверхность, создавая впечатляющее пятно. Научное объяснение. Изолированная подледниковая система воды, насыщенная железом, при выходе на поверхность железо окисляется и дает ржавый оттенок. Этот феномен подтверждает, что подо льдом существуют закрытые водные системы и химические процессы, очень отличающиеся от поверхностной среды. Для ученых это окно в уникальные биохимические и микробиологические условия, а для сторонников теорий – доказательство того, что подо льдом скрыты экосистемы и процессы, с которыми человечество мало знакомо. Спутниковые снимки показывают в некоторых районах горы с четкой пирамидальной формой. Геология объясняет такие структуры воздействием эрозии, направленных ветров и особенностями пород. Однако идеальные грани и слаженность форм выглядят для многих подозрительно. Они подогревают фантазии о рукотворных конструкциях или объектах древнего происхождения. Научный ответ прост. Экстремальные условия, длительная изоляция и специфическая эрозионная динамика могут сформировать необычные формы. Но в условиях секретности и ограничений доступности такие объекты легко становятся питательной средой для мифов. Озеро Восток – одно из крупнейших подледных озер, расположенное под 4 километрами льда, изолированное в течение миллионов лет. Оно представляет собой уникальную экосистему, развивавшуюся отдельно от внешнего мира. Российская программа бурения обнаружила биомаркеры и следы ДНК, указывающие на существование экстремофильных организмов. Работы по пробуриванию были приостановлены официально из-за экологических и технических соображений. Но появление в публичном поле сообщений об уникальных генетических последовательностях породило предположение, что если внутри существуют формы жизни, радикально отличные от известных, или даже молекулярные коды, которые можно трактовать как следы искусственного вмешательства. Научных подтверждений подобных смелых домыслов нет, но сами находки, очевидно, побуждают к осторожности. Проекты вроде «Анита» фиксируют радиосигналы от взаимодействий высокоэнергетических нейтрино в антарктическом льду. Некоторые записи показали события, идущие снизу, то есть с направления, противоречащего ожиданиям стандартной физики. Это породило гипотезы о неизвестных источниках частиц подо льдом, от геофизических механизмов до экзотической физики. Физика еще не дала окончательного объяснения этим аномалиям. Пока что специалисты изучают возможные системные ошибки, альтернативные модели взаимодействий и влияние земных структур. Но сама невозможность легко объяснить эти наблюдения добавляет еще одну странность в список загадок Антарктиды. Если собрать воедино все эти элементы – большие гравитационные аномалии, подледные озера с уникальной биологией, загадочные нейтрино и исторические операции – складывается картина, в которой государства имеют серьезные мотивы ограничивать доступ.
Причины могут быть разными. Экологическая предосторожность и предотвращение загрязнения уникальных биосистем, национальная безопасность и предотвращение распространения стратегически важных технологий, управление рисками, связанными с возможным выходом неизвестных биологических агентов, политический контроль и избежание международного хаоса при раскрытии сенсационных открытий, таяние ледников, ускоряемое климатическими изменениями, лишь усиливает давление. Места, которые были недоступны веками, постепенно открываются, и вместе с ними могут быть обнаружены объекты и процессы, готовые переписать части науки и истории. Антарктида ставит перед человечеством сложный выбор. С одной стороны, жажда познания, возможность открытия новых форм жизни, природных ресурсов и понимание истории Земли. С другой стороны, ответственность перед будущими поколениями, перед глобальной экологией и перед самим человечеством в случае непреднамеренного распространения чужеродных организмов или технологий. Международное сообщество должно искать баланс, обеспечить прозрачность научных исследований, усилить международный контроль и протоколы стерильности, но при этом не превращать Антарктиду в закрытую зону монополизированных знаний. Публичный надзор, независимая верификация данных и междисциплинарные комиссии могли бы снизить риски секретности и злоупотреблений. Антарктида – это место пересечения неизвестного и власти. Договор об Антарктиде и сопутствующие ограничения имеют как рациональные основания, так и потенциал для сокрытия. Гравитационные масконы, подледные озера с уникальной биологией, аномальные частицы и исторические операции создают ощущение, что подо льдом спрятано нечто значительное. Но где проходит граница между ответственным хранением тайн ради безопасности и сознательным сокрытием знания ради власти? Пока ответы не ясны, мир балансирует между стремлением к открытию и необходимостью предосторожности. Антарктида остается критическим полем научных исследований и политических решений, и ее тайны, когда-нибудь раскрытые, способны изменить наше понимание истории, биологии и места человека на планете. А вы как думаете, защитная мера или глобальная цензура? Пишите свои мнения, но помните, факты, данные и научная верификация всегда важнее сенсаций.